Приветствую всех на своем канале. В этом видео я покажу вам простой, но невероятно эффективный способ начать вязание. Это идеальный эластичный край и базовая цепочка, которую можно связать как обычным крючком, так и тунисским. С таким краем полотно не стягивается и подходит для летних женских кофточек, блузочек, детских вещей, которые планируется вязать без манжета. Этот метод поможет сделать край вашего изделия ровным, аккуратным и профессиональным с самой первой петли. Так как вязать его очень просто, поэтому подходит для начинающих. Итак, повторяйте за моими руками, и у вас обязательно все получится. Начинаем с первой петли, как обычно. Вяжите первую петлю любым способом, который вам удобен. Первая петля набрана. Далее набираем цепочку из 3 воздушных петель. Вторая петелька и третья. Теперь будем вязать раппорт, который будем повторять. Делаем накид и провязываем первую петлю. На крючке оказалось 3 петли. Провязываем сначала 2 вместе, потом еще раз 2 вместе. И получили мы раппорт, который будем повторять до того момента, пока не наберете нужную длину для начала вашего изделия. Снова делаем накид, поворачиваем вязание, поддеваем петельку. Вот она, наша петелька. Провязали следующую петлю и 2 вместе. Затем еще раз 2 вместе. Теперь попробуйте вязать самостоятельно до того момента, пока не получите нужную длину. Если вам понравился такой способ вязания эластичного края для любого изделия, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить следующее видео. Эта цепочка универсальна. Начинать вязать изделия можно как с одной стороны этой цепочки, так и с другой. Кроме того, эту цепочку можно использовать как отделочную тесьму при оформлении вашего изделия. Давайте ближе посмотрим на получившуюся цепочку. Вот нижний край, который очень аккуратный получился, это изнанка. А еще такой цепочкой очень хорошо сделать отделку детских вещей, например, брючки и блузочку. Можно обшить такой цепочкой, и они будут очень красиво смотреться. Желаю всем удачных идей и приятного вязания!